Основатель жанра и безжанровая пустышка, мобильный мусор и консольные порты, однокнопочный раннер и разнообразнейшая адвенчура, самый атмосферный и самый пустой игровой саундтрек. Игры Финджи очень противоречивы. Что? Не знаете, кто это? Так, стоп, я ж сказал противоречивые, тут не только про динамику. Есть еще игры с таким настроением, типа... Данная студия была основана Адамом и Ребеккой Солцманами в 2014 году. Адам к этому моменту уже являлся известным инди-разработчиком, и некоторые свои проекты он взял в новую студию. Помимо них, Финджи по сей день продолжает издавать видеоигры, спонсируя разработчиков и воплощая их игру мечты в реальность. С одной из таких я уже был знаком, Night in the Woods, и мне стало интересно, есть ли еще у этого издателя какие-нибудь скрытые гемы, или про остальные игры лучше забыть даже самой студии. Я прошел почти все игры Финджи, которые вышли на момент первой половины 2024 года. Почему почти, разберемся по пути, в котором я поведаю вам свое личное мнение по каждой видеоигрушке. Попробую понять, стоит ли ее рекомендовать, и оценю, насколько сильно она мне зашла или не зашла. Пристегивайтесь, мы начинаем погружение. Буквально. Cruising depth in roughly 40 seconds. Stand by. Ой, блять, не тот футаж. Но, если серьезно, этот мем хорошо описывает ситуацию с игрой. Капсул, хоть и вышел раньше, по духу напоминает железное легкое. Вы также заперты в консервной банке и вынуждены смотреть в монитор, дабы понимать, что вокруг вас происходит, и продвигаться дальше. Однако монитор в данном случае это вся игра, по самой капсуле вы походить не можете. А еще здесь бескрайний космос вместо океана крови. С другой стороны, геймплея здесь побольше. Вам необходимо добираться до точек интереса, ориентируясь по сторонам света и расстоянию до базы. При этом по пути у вас может закончиться топливо, и вы не сможете никуда идти, плыть, ехать, лететь, хз, как там в космосе передвижение называется. А, вот, да, не сможете двигаться. Также может закончиться кислород, что приведет к удушению насмерть. Я думал, что когда кончается топливо, все, что остается делать, это терпеливо ждать смерти, выслушивая последние вздохи главного героя, что звучит на самом деле жутко. Да и вообще звуки в игре довольно стрёмные. Возвращаясь к ситуации с топливом, оказывается, капсулу можно повторно завести, если двигать стиком назад-вперед под определенный тайминг, о котором нигде не сообщается. И я понял это только по соответствующему достижению в Стиме, а потом почитал руководство. Предотвратить окончание запасов можно, если сканировать местность вокруг вас. Под этими квадратиками может спрятаться как самый полезный баф в виде пополнения запасов топлива и кислорода, так и самый быстрый враг, который со всей дури мчится в вас впечататься. Плюсом на самих базах вы пополняете запасы и читаете лор, затем отправляетесь до следующей точки, которая с каждым разом будет все дальше и дальше. Да, это интересно, но не под конец игры, где вам нужно 8000 метров пролететь. С этого момента игра начинает неприятно растягиваться. Мне и так не было страшно из-за, ну уж слишком минималистичного визуала, хотя в обзорах Steam многие прям кипятком писались от этого ужаса. Ближе к концу хоррорный элемент заменяется раздражением от постоянных смертей. Я реально хотел уже дропнуть капсул, но потом вернулся и вроде нормально прошел за 4 часика, так что sounds like a skill issue. В целом сказать про игру больше нечего, разве что 200 рублей она не стоит. Да и инди-игр с такой же идеей, но лучшей реализации понавыходило достаточно. Оценка будет идея хорош, но реализация пиздец. Не рекомендую, короче, слишком мало интересных механик и слишком большие расстояния под конец. О, я же говорил, игра растягивается. Добро пожаловать на телепередачу 100 к 1, или хз не смотрел.
Уж поверьте, я единственный, кому сдалась эта игра, потому как это телефонный эксклюзив. Только вот яблоко у меня старенькое, а из Play Market Hundreds пропало, потому что ее не обновляли под новые версии Android. Короче, еле как смог раздобыть работающую версию игры. И, ну, оно того не стоило. Да я ничего и не ожидал. Hundreds — это 100 минималистичных пазлов, суть которых заключается в набивании сотки очков путем увеличения кружков. В этот раз я воздержусь от шуток про balls. При увеличении шаров они становятся красными. Блять. И ничто не должно ни при каких обстоятельствах соприкасаться с красным. Простая суть, но не такие простые уровни. К сожалению, большая их часть на реакцию. Мне хотелось посидеть, подумать, а пришлось попадать в тайминги. Такая система при частых ошибках приводит к постоянному раздражению. И это уже становится традицией Финджи в конце какой-то непроходимый полигон испытаний. Ну вот что это? А еще здесь походу лор накидали, но это выглядит так, будто разраб жопой по клаве поелозил. Визуал, хоть и напоминает о тех самых примитивных играх под старый Android, все равно не цепляет. Причем сайт игры выглядит поприкольнее. Короче, сделано нормально, но идея не особо интересная. Бессмысленная игра. Может, оценил бы получше, если ее хотя бы скачать адекватно можно было в наше время. А сейчас позвольте мне пропеть. And I am the willing victim of the cannibal. Ага, хрен там, это песня под авторскими правами. Лады, вставлю музыку из трейлера игры. Классика. Пишу сообщить, что это не оригинальная игра, а отчет тип ремастера. Рик был пиксельной флеш-игрой, сделанной за 5 дней, которая прямо как цитата Киану Ривза взорвала интернет. Прикол в том, что в 2009 году бесконечных раннеров или не было вообще, или они были крайне непопулярны. Cannibalt как раз является таким представителем, и ее хайп привел к лютому бусту жанра. Именно этой игре мы обязаны появлению Temple Run, Subway Surfers и еще кучи подобных нескончаемых таймкиллеров. Благодаря этой популярности Адам Солцман стал на слуху, а игру позже портировали куда могли. На iOS, на PSP, даже на Commodore 64. И я не удивлюсь, если игру на часах можно запустить, геймплей-то здесь однокнопочный. Блин, реально можно? В то время даже простые игры могли зомбировать, особенно игроков с мобилок. Думаю, это и повлияло на рост популярности игры. В конечном итоге, в 2015-м до Steam добралась расширенная версия с новыми режимами, возможностью играть вдвоем и переключаться между 2D и 3D графикой. Но прошла ли Cannibalt проверку временем? Вообще нет. Для меня самое примечательное в игре — это ее изображение и визуал. Минималистичный чувак в костюме бежит по крышам рушащихся зданий, уворачиваясь от коробок, пока на фоне происходит тотальное разрушение города какими-то роботами или инопланетянами, вообще хз. Короче, игра выглядит красиво, что в 2D, что в 3D. Но в наше время ее геймплей завораживать не будет. Все, что мы можем, это прыгать. Да, сила нажатия кнопки влияет на высоту прыжка, плюсом постепенно мы начинаем бежать быстрее. Это просто бешеная скорость. Вот эта игра... Тут же не выявишь ни хера. Наш Питер бежит вообще ужас какой скорость. Хоп, все. Попробуй сыграй. Отчего необходимо врезаться в коробки, чтобы хоть как-то следить за происходящим на экране. Однако таких геймплейных особенностей будет мало. Режимы, добавленные в ремастере, просто оставляют один вид препятствий. В основной кампании они между собой комбинируются. Можете бежать по хрущевкам, или прыгать в окна, или по голубям, уворачиваться от упомянутых коробок, или от Think Fast Chocolate! Для каждого режима есть достижения за пробег определенного количества метров. Я выполнил все для одного игрока и подумал, что так Cannibalt можно считать пройденной. Ну а как иначе, она же бесконечная, блин. Я понимаю, что эта игра стала родоначальником Endless Runner в принципе, но она устарела, представителей этого же жанра поинтереснее вышло достаточно. А время-то идет. Добавить бы сюда больше паркурных элементов для управления главного героя, больше саундтреков, чем, один. Ну и связать челленджи какой-нибудь сюжетной кампании, и вообще имба будет. Ну вот я об этом и говорю, время не стоит на месте, все уже сделано. Сейчас же Cannibalt — это игра не стоящего вашего времени. Разве что качнуть на мобилу и выделываться в школе, какой вы не нормис, и играете в настоящую классику. Блин, эта музыка создает крайне странно смешанные вайбы, будто под нее рассказывают наполовину мистическую, наполовину смешную историю о двачерах, которые ушли жить в лес. Вот и они, кстати. Фейст смогла меня довольно приятно удивить тем, что это первая игра, в которой я увидел логотип Финджи.
Ну ладно, не только этим. Многим из вас она, скорее всего, уже напомнила Limbo, в которую я не играл и не могу сказать, насколько это сходство точное. Но визуальный стиль у игры похожий и выглядит он круто. Причем зачастую такие старенькие инди-игры мылятся на 2К мониторах, но у Feist такой проблемы нет. И я реально кайфовал от картинки. Да, я считаю 75% содержания черного цвета на экране красивым. Правда, именно из-за этого игра у меня странно записалась. Так еще и YouTube черный не любит, так что у вас может быть шакал на экране. Игру я смог пройти за 3 часа. Геймплейного разнообразия тут дали побольше, чем в прошлых играх Финджи. Например, можно бить саранчу палкой, а также стрелять из мухи в тех, кого в достижениях именуют зверьми. Для любителей ачивок, кстати, сразу скажу, что они тут в основном подразумевают быстрое или бессмертельное прохождение уровней. Их тут всего 10. Представляют из себя леса, пещеры и берега, в которых накиданы разные ловушки, враги и даже босс-файты. Правда, один из них строится на механике, которая в игре багованная, из-за чего единственный выход это Alt F4. Багов в игре, многовато, и они могут испортить впечатление. Решил поменять управление? Alt F4. Забрался на зверя? Alt F4. Финальный босс перестал тебя атаковать? Его тогда не пройти, Alt F4. Местами игра реально сложная, и бывало я бомбил из-за того, что допрыгнуть куда-то не мог или с тем самым боссом подраться, но мы уже это проходили. Но из-за того, что Feist приятная и короткая, я смог получить от нее удовольствие. Может, тут правда повлияли не самые лучшие игры до этого, но думаю, ее даже можно порекомендовать. Тем более она сохраняет в себе атмосферу начинающего хайпа по индюшатине 10-х годов. Блин, из мухи стрелять можно, игра стоит своих денег. Но это из разряда зайти на вечерок или два, развалиться на кровати после тяжелого дня и немного расслабиться. Назвать это игрой не получается. Это скорее арт-проект, что уже ставит оценку этого проекта под вопрос. Очевидно, вы заметили специфичный визуал, по которому непонятно, что собственно тут надо делать. У вас есть несколько, так скажем, абстрактных локаций и 9 ползунков. Каждый из них отвечает за какую-то определенную штуку. Появление объектов, изменение их формы и размера или изменение цветовой палитры. На каждом уровне ползунки отвечают за разные штуки, и ваша задача, а точнее возможность, заключается в том, чтобы настроить находящийся перед вами пейзаж по душе. Геймплей тут это и есть визуал. Да, это все, потому и не могу назвать Panoramicl игрой. Я вообще ожидал какую-то бродилку по сюрреалистичным мирам, но мои ожидания, мои проблемы, нигде об этом написано не было. По сути, перед вами красивая программка с применениями в духе поставить на фон, пока прибираешься в квартире. Может, есть способ превратить ваш пейзаж в анимированные обои, но я не пробовал. На крайняк геймплей можно в качестве футажа разговорного видео для ютуба вставлять, как давненько было с той игрой про прыжки по грузовикам. Эмоции от самой настройки миров у меня выветрились довольно быстро. Проявление интереса у меня возникало тогда, когда я задумывался, а как вообще это все кодили. Даже саундтрек меняется, пока вы двигаете ползунки. Из основных пейзажей больше всего меня зацепил этот. Красное зарево, куча летящих обрывков или пепла, будто где-то там прогремел большой взрыв, а до кровавого пустого океана доходят лишь остатки, если их можно так назвать. Неплохо так расслабляет и фантазию развивает. После прохождения игры вам открываются 3 дополнительных уровня, для создания которых позвали, людей, хз, кто они вообще. Здесь больше конкретики в формах, сам не пофантазируешь, но звучит и выглядит мега офигенно. Не буду врать, хотел бы, чтобы вся игра была такой. Вот эта штука мне вообще напомнила смесь каких-то древних скринсейверов для Windows XP и включение музыки в AIMP или Winamp с анимацией. А вот это, ну... Но в процессе игры я все чаще думал, ой, а если бы тут больше ползунков добавили, и музыку свою можно было ставить, и поддержку мастерской Steam вместе с редактором уровней, то вечная тема была бы. Короче, хотел, чтобы игра была еще лучше, и разочаровывался, что здесь этого нет. Но в целом приколбас, так что скажу на любителя. Если вас зацепил хоть один пейзаж, думаю, можно потыкаться. В любом случае, до 2 часов игры вы сможете вернуть деньги, а мне хватило часа, чтобы быстренько пройтись по всему интересному.
Не, музон не прикольный, но чтобы вас лишний раз здесь не задерживать, я не буду делать интрушку. Ведь Journey of 100 Stars это второй телефонный эксклюзив. То, что вы видите на экране, это вся игра. Буквально, больше тут ничего нет, собирайте звезды, пока не накопите 1000. Если упали, результат обнуляется. Это настолько ленивая и простая идея, я не понимаю, почему это вообще опубликовали как какой-то официальный продукт Финджи. Даже для них это чересчур простая игра, благо хоть бесплатная, но смысла в нее играть вообще нет. Первый дроп игры в студию. Уж извините, я все же могу позаниматься чем-то более полезным или интересным. Меня дико раздражают игры, ценность которых только в том, чтобы убить время. Калкалыч, короче. Разнообразием игры Финджи пока что и так не блещут. Что же будет дальше, мне представить страшно. Don't feel bad. I have this. What's that? Pornography. Ну вот мы и добрались до базы. Если вы смотрите мой канал хотя бы год, то могли заметить, что именно НИТВ является тем самым сокращением, которое всех раздражает, а также одной из моих любимейших игр. Ей мастерски удается рассказать историю ни о чем, заинтересовать вас так, чтобы вы наблюдали за не самыми интересными событиями, а делает она это просто сталкивая персонажей с жизнью. Эти моменты позволяют вам лично прочувствовать ситуацию и задуматься о своем быте. Сейчас поясню поточнее, но для этого нам нужно вернуться в самое начало. Главная героиня заспавнилась на автобусной остановке. С этого момента и начинается игра. Первый акт посвящен введению игрока в жизнь Мэй. Нам дают понять, что она свалила из колледжа и вернулась в родной город в поисках старой сладкой жизни. Однако ее друзья уже нашли себе работу и по уши в делах, а город Поссум Спрингс находится в процессе вымирания. Молодежь спешит съехать отсюда, в отличие от стариков, а бизнес закрывается. Думаю, подобные городские настроения знакомы многим жителям СНГ, так что погружение в мир игры сработает на 100%. Тем не менее, компашка все же находит время и уделяет его главной героине, которая с поиском работы совсем не спешит. На протяжении всей игры Мэй делает то, что другие осуждают. Ничего, сидит на шее у родителей и тусит с друзьями. Казалось бы, антигерой, но именно за эти черты мне и нравится Мэй как персонаж. Она является олицетворением сокровенных желаний каждого студента, а именно забить болт и бросить все, жить занимаясь только тем, чем ты хочешь, а не тем, что должен делать. Мы-то понимаем, что не можем так поступить, иначе не получим образование, не получим работу, не получим заработок, а вот Мэй так может, и поэтому за ней лично мне было интересно наблюдать. Хоть так вкусить тот запретный плод безумной свободы. Я еще ничего не сказал о геймплее, потому что история здесь выходит на первый план. Вообще геймплеем я считаю не просто какие в игре есть механики, а в чем вообще смысл игры. Чем ты занимаешься, чтобы в нее собственно играть. И здесь геймплеем является погружение. Обычно это отдельный пункт геймдизайна, но здесь ваша задача это искать, изучать мир вокруг вас, находить точки интереса и новых персонажей. Говоря по сути, Night in the Woods это очень хорошо замаскированная визуальная новелла. Достаточно, чтобы тебя за это не засмеивали в интернете, однако будут засмеивать потому что фури. Если у вас к чему-то из этого плохого отношения, забейте, игра того стоит. Текст здесь написан очень хорошо и просто, нет никакого третьего лица или глубоких раздумий героя, есть только живое общение между персонажами. Они обмениваются своими приколами, локальными штуками, общаются на удобном им сленге и так далее. Забавный факт, но в написании диалогов для игры, по словам одного из разработчиков, помог Twitter. Там посты сильно ограничены по количеству символов, так что вам нужно придумывать, как же сжать ваши мысли в пару-тройку предложений. Благодаря этому в игре не было ни одного диалога, который я бы хотел скипнуть. Разговоры в НИТВ также разбавлены мини-играми по типу Guitar Hero, но в отличие от других игр с таким же решением, почему-то именно в Night in the Woods это смотрится очень уместно. В другой бы игре я сразу так и понял, мне дали потыкаться, чтобы я не заскучал от длительного чтения, но здесь я об этом даже не задумывался. Второй же акт игры будет посвящен раскрытию друзей Мэй и жителей городка. Вам предстоит выбрать, с кем будете зависать, Грегом или Беатрис. Вообще, если игра покажется вам интересной, то рекомендую сделать 2 прохождения, посмотрев за обоими ветками сюжета. Глобальный выбор ни на что не влияет, но можно узнать персонажей поближе, каждый найдет что-то свое в них. Не буду сильно спойлерить, просто скажу, что ребята интересные. Также постепенно в городе будут открываться новые места, куда наша ловкая кошка может залезть. Ради чего? Секреток, пасхалок, коллектаблсов. Нет, ради еще порции диалогов. Всяких пасхалок и отсылок вы, кстати, в НИТВ не найдете. Разработчики принципиально отказались добавлять что-то подобное, чтобы сохранять элемент погружения до самого финала. Но, блин, игра, завязанная на чтении и поисках чего почитать? Казалось бы, ну скука смертная, но нет. Погружение в игре работает так замечательно, что тебе действительно хочется узнать о всех все. Персонажи могут иметь как интересный и сложный бэкграунд, так и просто пару фраз о том, как в Possum Springs все загнивает.
Так как в этом сегменте мы в основном тусим тут и там с разными челиками, игра успевает засунуть нас в совершенно разные ситуации, что дает возможность вставить больше тем для разговоров. Ментальное здоровье, умирающий город, тяжесть работы, правильность бытия таким какой ты есть, критика капитализма, профсоюзы, ценность друзей в жизни и многое другое. Если вы начали думать, что Нитв это какой-то философский камень для не таких как все, то как раз нет. Напоминаю, что все это ложится на плечи самых обычных панков, скажем так. Грег и Ангус пытаются справиться с переездом, Беатриса и отец Мэй с условиями работы и так далее. Банально наблюдая за судьбами этих персонажей, ты начинаешь и сам задумываться о своей жизни. Игра не заставляет тебя это делать, как какой-нибудь Undertale хз, она просто вкидывает идейку, и будет для тебя это хорошей пищей для размышления или просто забавным диалогом, уже зависит от тебя. Все же не просто так большое количество людей утверждает, что Night in the Woods спасла их жизнь. Если просто всухую сказать человеку «Эй, займись собой, будет круто», то вряд ли что-то поменяется. Но если человек посмотрит на ситуацию со стороны и самостоятельно о чем-то задумается, то эффект будет совсем другим. А что может быть лучше для такой подачи, чем видеоигра? Night in the Woods — это ваш ментальный терапевт. В целом, у меня даже не было смысла распинаться тут с обзором, ведь Алек Халоука лучше всех смог описать игру одним предложением. It's kind of like a game about confronting death and eating donuts. Как раз первый пунктик постепенно проявляется в третьем акте игры. Неожиданно начинает пахнуть Лавкрафтом, а начинается все с того, что приходит он. Проснитесь и пойте, мистер зритель. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что это просто мемная вставка. Никто не заслуживает спойлеров к Нитв, и все усилия автора ролика пропали бы даром, пока... Его лесах, его краях, вся жизнь умрет, не зная страх, а кринжи все они идут, о Бог лесной, спасибо. Короче, смотрите, вот кусок на монтаже, где я накладывал эти эффектики. Прикольно получилось, да? Ну, примерно такие настроения у третьей главы. Только самое главное, что обычная рутина продолжается, события крутятся вокруг нас, но мы занимаемся все теми же вещами. После своего прохождения я не испытал никаких эмоций от игры, было чувство, что я прошел просто приятную адвенчуру. Но после крепкого сна я весь день не мог встать с кровати, потому что обдумывал, что мне только что удалось пережить. Я вспоминал все события и анализировал их, и главный посыл игры, который я увидел: в вашей жизни может происходить все, что угодно, но главное, чтобы рядом всегда были люди, способные разделить с вами время и отправиться в эту страшную пучину событий вместе. Ваши друзья. Именно после прохождения Night in the Woods я стал намного больше ценить их. Игра одним своим существованием повлияла и на мою жизнь. Не назвать игру шедевром я не могу. Для меня Нитв явно вышла за рамки просто игры с приятными осенними вайбами. И вам рекомендую окунуться в эту историю, но желательно, когда скидка будет. Но все же самый пиковый и кульминационный момент игры наступает в четвертом акте, когда нам наконец... Отдельное спасибо хочу сказать мистеру Даркету, который подарил мне все недостающие игры Финджи в Стиме, тем самым фактически проспонсировал ролик. Ну а также спасибо всем подписчикам на Бусти, а именно мистер Даркет, Никита Матвеев, Халосагена, Елисей Крылов, Universe Hotline 50, Андрей Сантьев, Пичушпан, Хани Вондер, Илакс, Максим Дегтярев, Фэт Эмма Герл, Джеки 123, Нойерс Прот, Хамстерд, Джек Карвер, Акчарак, Ральзи, I Love Ice Cream, Кора Малахитов, Юрец Огурец, Лала Карпентер, Ксиксона, Ирвинт, Ник Карт, Филипп, Lost Word, Иван Лобанов, Идиот, Зендерлен, Fallout Boy, Дядя Богдан, Алексей Сахаров и Спайк Шафер. Вы оказываете большую поддержку каналу. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Ну а как я еще могу обозревать очередной телефонный эксклюзив от Финджи, тем более после Нитв? Рановый Тоут — это еще одна игра в духе прыгай до бесконечности, побивай свой рекорд, получай очки, открывай скины и новые способности. Я вообще в мобилке не играю, но уверен, что в 2024 году игры есть поинтереснее. Точно так же не хочу много говорить, я дропнул. Благо это последняя игрулька чисто под телефоны. Что там у нас дальше? О, симулятор работы на складе. Ну тут серьезный геймерский подход нужен, иначе не справимся.
Не, ребят, это черная полоса какая-то. Не буду ходить вокруг да около, сразу скажу, что дропнул. В этой игре вам необходимо в роли квадратика Вилмора сортировать предметы. Типа у вас есть склад и куча товара, который постоянно завозят, а также заказчики. Прикол игры мне в целом понятен. Вы вольны сортировать предметы как вашей душе угодно. По форме, цвету или принадлежности. С каждым выполненным заказом видов предметов больше, а места меньше, что создает дополнительные сложности. Только сложности как таковой в игре нет. Да, время на сортировку и выполнение заказов ограничено, но оно влияет только на то, сколько звезд вы заработаете. Они нужны для прокачки, чтобы стать быстрее или расширить склад. Но прикол в том, что в игре нельзя проиграть. Когда таймер дойдет до нуля, вас просто оповестят, что вы не получили свою зарплату. То есть эту игру можно пройти не доставляя, не сортируя и даже не трогая ни единого предмета вообще. Здесь есть экспертный режим, но максимум, что он делает, дает еще меньше времени и возможность ограничить его в моменты отдыха, так скажем. Они наступают в игре после каждых 3 выполненных заказов и длятся, пока вы сами не захотите продолжить. В это время вы можете отсортировать весь склад как вам угодно, что опять же не обязательно. Окей, я понял. Простой визуал, простая музыка и геймплей, который ничего не заставляет игрока делать. Wilmot's Warehouse — это очередная игра, созданная чисто чтобы почилить. Но если игра себя так идентифицирует, это не означает, что она должна быть настолько скучной. Скука здесь вызвана очевидно однообразием. Кроме как таскать коробки, в игре нечем заняться. Плюсом в очередной раз мои ожидания не соответствовали действительности. Вспоминая визуал игры, я думал, будет головоломка с кучей интересных уровней в простом визуальном стиле, типа как Баба из Ю, но получил в итоге какую-то душниловку, созданную фиг пойми для кого. Причем отзывы этой игры сугубо положительные. Я вообще не понимаю, что это за люди, которым интересно 4 часа сортировать коробки, блять. Походу это реальные работники складов. Пришел после тяжелого рабочего дня отдохнуть, так сказать. Были бы в игре, может, разные склады, геймплейные фишки, то, быть может, было бы интересно, а так нет. Максимум отлично подойдет для ребенка 4+ годиков, чтобы развивал себе мозг, самому догадываясь, как удобнее сортировать предметы. Именно из-за этого оценка игры будет на любителя, так как хоть и детям, но игра зайдет. Шучу, конечно, дропнутым играм оценку не ставлю. Уже сейчас можно сделать вывод о том, что проекты Финджи скучноваты из-за своей однообразности. Чё-то душат ребята. После такого хочется просто выйти на улицу, подышать свежим воздухом и заебашить пару-тройку человек. Overland представляет из себя отчет типа рогалика с выживанием и пошаговым геймплеем. Ваша задача — собирать ресурсы на небольшом участке мира в виде диорамы, после чего сваливать и выбирать дальнейший маршрут. База строится вокруг того, что у вас очень мало ходов и очень мало места, а также вам будут мешать какие-то инопланетные твари, бесконечно респавнящиеся на локациях. Плюсом путь к определенным точкам интереса тратит разное количество бензина в вашем автомобиле, так что запасы топлива являются самым главным ресурсом, хотя пустой бак или потеря автомобиля не означает конец игры. Overland подкинет вам шанс заменить вашу крутую тачку. По пути также можно собирать народ, но в Тарантайку помещаются не все, это зависит от ее вида. Например, фургон вместит в себя больше народа, чем легковушка. Как вы уже поняли, персонажей вы можете и убивать, выбор за вами, но лично я прошел игру никого пальцем не тронув. Косвенно. Между заездами челики будут отдыхать у костра, и мне стало приятно от того, что они запоминают, кто кого подлатал во время сложной схватки. Хоть и иногда диалоги выглядят глупо, благодаря этому небольшому обмену фразочками я привязываюсь к персонажам. Проявилось это, когда машину пришлось сменить на двуместный пикап, в который не поместилась собака. Мне пришлось бросить ее там одну, окруженную толпой монстров, причем до этого я ее достал из мертвых. Так жаль было ее оставлять. Даже печатая эту заметку, наворачиваются слезы. Хотя некоторые из вас могли подметить, что песик мог просто в багажник запрыгнуть. И тут да, в игре есть достаточно большое количество таких вот игровых условностей, ограничений, которые выглядят глупо, но лично меня они совершенно не напрягали, я спокойно принял правила игры и начал свое путешествие. Геймплей был для меня увлекательным и интересным благодаря напряжению и раздумьям. Постоянно думал, куда же лучше сгонять, на заправку или к торговцам и другие подобные дилеммы. От этого зависело многое. Смогу ли я доехать до конца, так ли нужна мне аптечка, стоит ли поехать за припасами
ресурсами и так далее. Такая же головоломка меня ждала и на самих локациях. Зачистить их нельзя, как вы уже поняли, так что остается продумывать свой маршрут наперед, думая, стоит ли отойти к машине или рискнуть вскрыть мусорный контейнер. Это еще и удобно, любое ваше передвижение можно отменить, что часто помогало от моих затупов. Только имейте в виду, именно передвижение, не действие, уже сделанный бонг по врагу не отменишь. Отсутствие кнопок сохранения, а также достижение «пройти столько-то километров за одно путешествие» заставляли меня думать, что смерть означает полную потерю прогресса, ну или откат в самое начало главы, потому я погружался и шел до конца, даже если терял членов команды. Но оказалось, что смерть приводит лишь к переигрыванию уровня, и меня это будто немного расстроило. Как-то атмосфера постапокалипсиса просто сгорела. Благо, обнаружил я это под самый конец игры, где становилось уже нереально сложно. А, кстати, прикол по поводу сложности. Посмотрите на эти низкие оценки игры и плохие отзывы в Steam. Игра в них просто тонет, от чего я жестко прифигел. Связано это с тем, что от трейлеров ожидали совершенно другой игры. Крайне сильно ругают нелогичность некоторых моментов. Например, что персонажи не могут обменяться предметами во время привала. Это приходится делать на локации, на что тратятся ходы. Также много людей называют игру люто сложной. Кто-то еще ругал невозможность зачистить локацию от врагов. Но лично для меня это хорошая задумка, уже пояснил почему. Да и камон, самое похожее на эту стратегию, в которую я играл, это Warcraft 3 лол. И при этом я в свой первый забег проехал почти всю игру без проигрыша. Возможно, на релизе сложность была больше, но сейчас мне играть было в кайф. Походу, игру со всей дури патчили и обновляли, что, к сожалению, не помогло ее оценкам. Так что я рад, что застал Overland именно сейчас и именно в таком виде. Хотя, признаюсь честно, у меня тоже складывается ощущение другой игры. Посмотрите на обложку альбома с саундтреком, на официальные арты. Вкупе с тяжким настроением, что создает Overland, а также прикольным саунд-дизайном, появляется чувство, будто у игры больше потенциал, нежели смогли реализовать разработчики. Возможно, создавалась бы Overland изначально с другим жанром, вышел бы прям хайповый крутой проект, какая-нибудь атмосферная, с минималистичным стилем да блять. Но все же геймплей некоторым людям может сильно наскучить, немного он однообразен. Вроде да, подкидывают новых врагов, увеличивают сложность, но игра все еще крутится вокруг найти майонез, залить майонез в майонезницу. Что я сейчас выдумал? Тут, кстати, вроде как есть сюжет, а точнее отдельные локации под него. Чтобы искать эти места, нужно найти сначала карту, где одно из таких мест будет помечено. Здесь персонажи смотрят в бинокль, наблюдают за странностями и комментируют их. И это очень круто. Можно самому размышлять над сюжетом, пытаться понять, что тут произошло. Но для главного прикола нужно было что-нибудь вкусненькое оставить в самом конце, что даст хотя бы намек, в какую сторону мыслить. Но там ничего нет, к сожалению, так что либо мне стоило посетить все лорные стоянки, либо разработчики сеттинг продумали, а вот лор не стали. Неприятный такой осадочек остался. Но зато после прохождения открываются новые режимы, новые уровни сложности, возможность выбрать любую главу, что делает игру реиграбельнее и проще выполнения ачивок. За это респект. Так что и сюжетные места можно еще поискать. Больно мне уж интересно объяснение всем этим жучкам, огромным глыбам и зараженным зонам с летающими слизнякотиками. Игра ощущается как забег в рогалике. Типа как далеко сможешь проехать с самого начала, так что хотелось бы перепройти. По итогу Overland это приятный и довольно нестандартный выживач, который даст те самые эмоции правильного распределения ресурсов и дух поиска приключений в очень опасные времена. Шедевром назвать игру не могу из-за недостаточного разнообразия игры, как по мне. Шедевры я обычно ставлю тем играм, которые неожиданно перевыполняют свою норму выдачи годноты, а Overland просто ее соблюдает. Так что рекомендую попробовать, если любите выживачи с менеджментом ресурсов. Часиков так 4-5 точно хорошо проведете. Русский язык с самого меню игры, да, детка! Надеюсь, вы не против того, что я буду называть игру Цикория Цветная Сказка, раз уж разработчики позволили. Хотя мне больше нравится Рассказка. Ох, это великолепная игра. Я прошел ее за 15 часов и хочу добить до 100% сильнее всех последних видеоигр, в которые я играл. Пока видео создавалось, уже это сделал. Причина заключается в том, что Цикория просто интересная, увлекательная и умеренная, что ли, игра. Она не пытается быть какой-то супер крутой, ей достаточно просто сделать ваше путешествие по миру не скучным. Завязка в игре такая. Спокойненько занимаемся уборкой, и тут резко начинаются последствия, будто нарушение каноничных событий.
Цвета резко искажаются, а мы находим волшебную кисть. На ней будет завязана вся игра, поэтому если отказаться от нее в самом начале пути, то экран побелеет и начнутся титры. В этот момент я прям в хохот пошел. Знаю, что такой прием уже часто использовался, но здесь я его не ожидал увидеть. Мне все же дали продолжить, и я начал экспериментировать. Сделал роспись на полу, чтобы знали, куда обращаться в случае потери кисточки. А потом резко обнаружил новых возможностей. А потом еще. И еще. Решил зайти в меню управления и офигел. А ведь это только самое начало. My honest reaction на то, что в игре про рисование дали порисовать. Это реальная фотка меня с того момента, такое выражение лица я минуты 2 держал. И если что, я уже побрился, не обращайте внимания. Блин, тут даже главное меню раскрасить можно. Я ж теперь могу по приколу запариться и все остальные переходы в ролике сделать тупо прямо в игре с помощью гринскринов. Собственно, ваша цель — это вместе с Цикорией разобраться в проблеме и искоренить ее. Да, Цикория — это не ГГ, это крольчиха. И если хорошо подумать, она единственный персонаж в сюжете, который... Большая часть зверей, которых вы встретите на своем пути, не имеет к сюжету никакого отношения. С ними вообще не обязательно разговаривать, как не обязательно и разрисовывать мир вокруг вас, хотя, казалось бы, это основа геймплея. В этом Цикория и хороша. Она идеальна для чилла, делает то, что тебе хочется, пока проходишь игру. И это не будет скучно, как в случае с Wilmot's Warehouse. Да, может, персонажи и не важны для сюжета, но с ними интересно болтать. Некоторые из них выдают дополнительные задания, заключающиеся в том, что вам нужно будет что-то нарисовать, расставить декор или отправиться куда-нибудь. За счет того, что персонажи не берут на себя большой роли, они лучше запоминаются из-за маленьких, забавных или серьезных моментов. Мир как-то же должен жить, потому и присутствуют его жители. Для наполнения мира этого более чем достаточно, так что от взаимодействия с ними я получал кайф. Очень зашел местный юмор, эмоции, которые испытывают персонажи, и химия между ними. Характеры здесь в основном проявляются в виде гиперболизации одной черты, например, фанатизм, мужество или ум. И обычно такие персонажи вызывают кринж, но каким-то образом здесь не вызывают. Хз, может, это из-за общего настроения игры, который больше отдает чем-то детским, но при этом не сильно в это уходит. Тяжело описать, короче, баланс соблюден. Образы персонажей настолько хороши, что можно искать среди них существующие личности. Вот, например, Ти-Джой. Это самая тупая история Дианона ever. Настроение игре также задает и музыка, написанная Леной Рейн, кто знает, тот знает. Саундтрек очень хорошо подходит к локациям, в которые мы попадаем, но прослушивать его отдельно от игры можно только в ограниченном ряде ситуаций и настроений. Даже не знаю, как это описать, но он будто слишком плотно связан с игрой. Разве что музыка босс-файтов динамична, такая мне очень заходит. Да, кстати, в Цикории есть битвы с боссами, сами они сначала мне казались простенькими, но с каждым разом их уровень интересности рос. Короче, эти битвы сильно отличаются от всей остальной игры, и саундтрек это идеально подчеркивает. Он более электронный, динамичный и все такое. Именно на контрасте это звучит офигенно. А в остальное время сохраняется это сильное настроение. Особенно его подчеркивает вот этот трек, как же я с него угораю. Наполнять белую пустоту красками не заставляет, но если вам не было интересно этим заниматься хотя бы первые часы игры, то скорее всего Цикория не для вас. Увлечь одним и тем же занятием тяжело, но игра старается разбавить процесс. Во второй половине прохождения мне уже надоело постоянно раскрашивать локации, а лепоты хотелось. Поэтому здесь присутствуют инструменты, упрощающие или разноображивающие игровой процесс, типа заливка, например. К тому же мир цельный, локации связаны между собой, и из любой точки можно прийти к другой. Правда, не сразу. В Цикории есть элементы метроидвании. Многие локации вам будут временно недоступны, пока не откроете новые способности для перемещения. Исследовать каждый новый экран лично мне было крайне интересно. Всяких коллектаблсов разработчики раскидали очень щедро. У меня челюсть отвисала каждый раз, когда я находил что-то новенькое, так что она окончательно отпадет, если я начну перечислять вообще все, что тут есть. Особенно поражает разнообразие элементов одежды. Приятно удивил ассортимент. Очень много раз за игру менял внешний вид, когда наскучивал старый, и игре всегда удавалось удовлетворить мою потребность выглядеть круто, красиво, мило или как-либо еще. Хотя поначалу столь большое количество шапок немного смущало. Я будто в современный TF2 попал, хз не играл. Для закрытия на 100% игра вам все же немного поможет, подкидывая подсказки, где что искать, например, в виде персонажей. Только эти подсказки тоже искать надо. Вот правда, мне самому было интересно заходить вообще в каждое здание и стараться попасть во все уголки карты. Так можно получить новых геймплейных плюшек. Например, сфоткаться с капибарой. Вы все еще не хотите поиграть в это?
Осталось мне поведать о том, что связывает в игре визуал, музыку, локации и все остальное. Сюжет. Без спойлеров. Он здесь простой, но я считаю его важным. Именно сюжет придает больше значения всем тем вещам, что происходит в игре, давая им хороший контекст. Основные темы, которые будут тут раскрываться, это творческое выгорание, нагромождение ответственности, поиск себя, принятие своих ошибок прошлого и так далее. Что, детская раскраска, да? На самом деле, все эти темы не скрываются глубоко в повествовании. Они подаются в лоб, но я считаю очень важным тот факт, что игра вообще говорит об этом с тобой. Да, именно с тобой. И не только четвертую стену могу сломать, но и твой экран. За легкими аллегориями проглядываются те чувства, которые возникали у каждого человека, занимающимся творчеством. И именно поэтому, если вы хоть немного интересовались или интересуетесь рисованием, даже в виде небольших скетчей в тетрадке, вы должны попробовать Chicory A Colorful Tale. Она вряд ли поможет выбраться из депрессии, как Night in the Woods, но поговорит с вами и даст возможность хорошо и разнообразно провести в игре время. А для начинающих творцов она сможет дать вдохновение и даже опыт, ведь это игра, а не графический редактор. Вот каких прикольчиков мне за время игры удалось порисовать. Возможности здесь все-таки ограниченные, но все еще более чем позволяет себя проявить. Так что главная тема сюжета идеально подходит для основной механики – творчества. Разве что под конец персонажа начинает ну уж слишком много ныть, но... Кто бы говорил, да? Уникальность игры очевидна и бросается в глаза с первых минут. Это живая раскраска. И я очень рад, что на одной лишь этой концепции разработчики не остановились, добавив много интересных заданий и фишек для кисточки. Именно этого не хватало в прошлых играх Финджи – разнообразия и развития основной механики игры. Каждый раз офигевал в духе «Жесть, они даже это добавили!». Вообще, постоянное офигевание – это одна из главнейших причин, почему мне так сильно полюбилась Chicory. Я играл во много игр, и от большей части из них получал удовольствие, но редко когда игра может давать мне на протяжении всего прохождения восторг. Тут даже я не знаю, какими критериями нужно обладать, но у Chicory это получилось на все 100%. После половины игры, когда мне показалось, что геймплейная формула зафиксирована, открывай новые локации мира, иди туда бороться со злом, попутно выполняя доп-квесты, если хочешь, игра резко делает поворот на 180 градусов и просто дает тебе возможность поисследовать мир самому. А мир здесь крутой, как вы поняли. Замечательные простые персонажи, хороший простой сюжет, творческий и простой визуал. Все это в итоге толкало меня почти каждый раз на своем пути делать скриншоты, заметки и голосовые сообщения по поводу игры. Подписчики Бусти не дадут вам соврать, я постоянно в чат всякое кидал. Еще раз скажу, Chicory это идеальная игра для расслабления. У нее получилось привнести красок в мои серые будни, а точнее дать мне окрасить свою жизнь самому. Выкусив Wilma's Warehouse, вот что такое крутая игра для расслабона. Это когда все самые интересные механики абсолютно не важны, и только твое желание толкает на их использование, благодаря чему ты начинаешь получать удовольствие от процесса. Для меня это шедевр, и я надеюсь, я высказал все, что хотел об этой игре, потому что она великолепна, и я не хотел бы пропустить ничего из тех полученных эмоций, стараясь, чтобы эти эмоции смогли получить и вы. Ну и ответ на самый интересующий вас вопрос. Да, я не смог удержаться и нарисовал Для тех, кто еще проходит игру или не начинал, говорю сразу, спойлеров будет минимум. Но если я вас люто заинтересовал, мотайте на следующий тайм-код видео и покупайте игру. Туник это одна из тех игр, в которых чем меньше знаешь, тем реально интереснее играть. Связано это с интересным молчаливым подходом. Скажем, играя в какой-нибудь арена-шутер в стиле ретро, вы знаете, чего ожидать. Вам подкинут качающее музло, когда-нибудь там босса встретите, ну и новую пушку найдете. Поначалу, играя в Туник, я не совсем понимал, с какого теста она слеплена, какого она вообще жанра. А игра и не спешила представляться, объяснять механики, показывать мне какие-то красивые рисуночки и сиди сам разбирайся. Потому иногда я и догадаться не мог, какую фишку или механику вставит разработчик в следующий раз, несмотря на то, что подобные штуки уже реализовывались в других играх. Но я отошел от изначальной задумки вступления к этому сегменту обзора. О геймдизайне мы еще поговорим. По ощущениям, я пробовал запустить Туник годика так 3-4 назад. Но это неправда, потому что она релизнулась в 22-м. Тогда я искал какую-нибудь игрушку с кучей разных противников и особенно большим разнообразием боссов. Возможно, с динамичным геймплеем, но не рогалик, чтобы не начинать все заново. И мне показалось, что эта игра подходит под мои желания. Как именно я узнал о ней, уже не вспомню. Вроде сидел в паблике по Night in the Woods, а там сделали репост из другого, как раз по Туник, указав, что это тоже игра Финджи. Паблик быстро загнулся, кстати, как и мой тогдашний интерес к игре. Я провел пару сессий, дошел до первого босса, но как-то забил. Даже не помню, прошел ли я его тогда.
Туник оказалась не тем, что я хотел получить. Боевка здесь была завязана на таймингах атаки ближним оружием и уворотах от вражеских атак, которые более так по герою проходят. Короче, Souls-like. Извиняюсь перед всеми фанатами Dark Souls, если вас это задело. Причем не знаю, насколько это хороший представитель, ведь многие враги здесь, ну, тупо губки для урона. Однако я считаю это особенность плюсом, и позже поясню почему. Конкретно тогда единственное, что меня зацепило, это приятный визуальный стиль и упомянутое мной ничего не объяснение. Здесь почти нет всплывающих подсказок, даже банальное управление, но присутствует внутриигровой мануал. Сейчас подушню. Для тех, кто не в курсе, раньше к физическим копиям игр, помимо самих дисков, шли небольшие книжечки с инструкциями. Это и есть мануалы. Туда могли впихнуть абсолютно любую информацию, начиная от кнопок управления и заканчивая перечислением вообще всех существующих в игре врагов, локаций и карту мира вдобавок. В ранних 80-х и 90-х подобное было для игр необходимостью, потому как не удавалось вместить в картридж еще и обучение к игре, вот и давали полноценную книженцию. Объем физических носителей видеоигр со временем становился больше, но мануалы еще продолжали делать некоторое время. Лично для меня это крутая тема и один из факторов для покупки именно физического издания. Крайне приятно такую штуку во время игры полистать, или спустя долгое время, чтобы вспомнить, как было прикольно в нее гамать. Мануалы причем еще старались оформлять красиво, так что и на артике можно было поглядеть. У меня складывается впечатление, что в РФ особо эту тему не любят и в дополнительных брошюрках ничего не видят. Намного удобнее купить игру онлайн, а физические издания только и пылятся на полках коллекционеров-лудоманов. Скорее всего, на это повлияло весомое распространение пиратства. Вместо огромной коробки с первой Зельды для NES люди покупали один лишь картридж с 999 плюс играми для Денди. А вместо официального издания GTA 5 с 7 дисками и большой картой Лос-Сантоса брали антологию GTA Кекс в большом городе плюс зимовка. В подобных изданиях были только игры, хотя порой и их не было. В любом случае, в наше время мануалы не кладут даже в официальные коробочки. Там можно найти только листик с предупреждениями и копирайтами. Даже рекламную брошюрку не кладут. Есть коллекционные издания, но они до жути дорогие. Я, кстати, тоже из тех людей, у которых лицензионного диска не было, но по всякой доп-инфе к физическим изданиям играм я прям тащусь. К чему я вообще все это говорил? Туник вернула мануал видеоигры, и не просто в качестве прикола. Это и есть ваш гид. Только в мануале вы можете узнать о кнопках управления, описании оружия, где вы находитесь на карте мира и так далее. Самый главный прикол заключается в том, что страницы этого мануала разбросаны по всей игре, и собираете вы их в произвольном порядке. В реальных мануалах в самом начале обычно идет описание сюжета, там системные требования, это первые страницы, которые видит человек, но тут первое, что вы увидите, это именно управление. Оно вам ведь в самом начале игры и нужно. И благодаря разбросу листов повсюду, мануал включается в геймплейную формулу, в вашу прогрессию, а не является просто красивым оформлением игровых подсказок. Без нужной страницы вы не узнаете, куда идти или какие здесь есть еще игровые механики. Но что самое главное, собирая мануал, вы получаете именно знания о какой-то вещи или месте. То есть, если бы вы проходили игру заново, вам не обязательно было бы искать ту же самую страницу, если вы запомнили полный путь прохождения игры. Просто идете и проходите. Нет никаких скриптов в духе «подобрал это и открылось то». Туник в этом плане вас не ограничивает. Находя новую инфу, по сути, прокачивается не ваш персонаж, а вы сами. На подобном подходе вроде даже стоит целый жанр видеоигр – Knowledge-Based Games. Хз, на самом деле, просто видос такой давно в рекомендации попался, а я так его не посмотрел. Но именно поэтому стоит избегать спойлеров к игре. С уже имеющейся в вашей голове информацией она превратится чисто в обычный сосалик. Из умений внедрить мануал в геймплейную формулу, а также из того, что дизайн героя ну уж слишком нагло слизан с рынка, можно сделать вывод, что разработчик вдохновлялся олдскульными играми с приставок. Наверное, так оно и есть. Только выглядит ли Туник как ретро-игра? Нет. Играется ли она как ретро-игра? Тоже не сказал бы. И в этом ее главное достоинство. Она не копирует в тупую игры тех лет. Вместо этого берутся их идеи и делается упор на воссоздание подобных ощущений от игры в обертке более современного проекта. Думаю, все из вас знакомы с проблемой непонимания поколений геймеров. Бумеры терпеть не могут современные Fortnite и Call of Duty и прочие сервисы с онлайн-казино и море скинов, а зумеры скрипят зубами при виде олдскульной игрушки с нагроможденным интерфейсом и неудобнейшим управлением. Но каждый кайфует от игр своего времени. Так вот, Туник из-за подхода не скопируй, а внедри и воссоздай, по сути, старая Зельда для зумеров. Ну, мне тяжело говорить, я-то как раз зумер и ни в одну Зельду не играл, но ощущения у меня были именно такие. Скорее всего, потому что игра вызывает прям кучу эмоций интересного приключения. И в этом не только заслуга тайн мануала. Вся игра — это по сути один большой пазл из пазлов поменьше и боевки. Причем подано все это также необычно и непривычно. Возьму в пример Resident Evil. Вот находишь ты там дверь, она закрыта, на ней изображение. Ага, значит необходимо пойти в другое место и найти ключ.
Либо буквально сталкиваешься с каким-то шариком, который надо покрутить, чтобы собрать узор. Ты понимаешь, что перед тобой находится, и воспринимаешь это как преграду к прохождению. Надо сделать какие-то действия, чтобы идти дальше. В Туник ты вообще никогда не уверен, делаешь ли ты все правильно. Пробегай какое-нибудь место в локации, где ты был уже раз 100, можно даже не догадываться, что прямо здесь все время был какой-то секрет. Или наоборот, ты постоянно встречаешь странные штуки, с которыми понятия не имеешь, что тебе делать, но при этом игра вроде пока проходится, все окей. Плюсом для понимания, куда дальше идти, надо прям вглядываться в мануал. Из-за этого начинает развиваться СПГС. Странной теперь может показаться любая мелочь. Какой-нибудь узор на траве или стенке. Это просто для красоты здесь сделано. Или это новая подсказка к прохождению, или даже секретки. И вот пока ты точно не будешь уверен, так это или нет, пока не протыкаешься с этой хренью кучу раз, чувство сомнения никуда не денется. Вот казалось бы, шиза. Но если... Только если ты был действительно прав, и это реально была подсказка, то незабываемые эмоции от того, насколько ты крутой и смог понять столь неочевидный намек обеспечены. Мега хорош! Большая часть секретов не обязательна для обычного прохождения, но это им идет в плюс, потому как неизвестно, где они окажутся в следующий раз и как хорошо будут скрыты. Решение подобных пазлов позволяет прочувствовать себя Индианой Джонсоном или Ларой Крофт, которые разгадывают какую-то древнюю тайну. Так еще и секретов в игре ну просто дохренища. Слоев их таинственности больше, чем слоев в юморе. Сундуки с лутом — это секретки, намеки на коллектаблсы — это пост-секретки, тайны мануала — это мета-секретки, а дальше секретки из несекретов, секретки из секретов, секреты никому неизвестные, но существующие в игре секретки, да там даже РГ целая появляется. Золотой путь многими считается лучшей головоломкой в видеоиграх. Кто знает, тот знает, а если не знает, не ищите, это слишком большой спойлер. Упомяну мануал еще раз, потому что влияние этого волшебного артефакта на игру крайне большое, и оно мне очень нравится. Видите ли, когда вы попытаетесь прочитать важную информацию, до вас дойдет, что она написана разрабами Hundreds. Это, кто забыл, вторая игра в ролике, там просто текст был странный. Для понимания всего этого необходимо ориентироваться чисто по изображениям, и это значительно так шевелит работу мозга. Случались моменты, когда я в тупую мог минуты 3 смотреть в страницу, а потом резко такой... Понял. Игра заставляет вас в нее играть. Она не собирается просто раскрывать карты и составлять колоду. Тебе интересно, для чего тебе нужен этот предмет? Так возьми и разберись сам, опробуй его в бою. Благодаря этому растет ваше погружение в игру. Но не то погружение типа «Я ощущаю себя как Саймон Джаред, я не робот, боюсь, нужно выбраться с дна океана». А в духе «Я игрок, и я хочу понять, как эту игру пройти, потому вглядываюсь в каждое изображение и разбираю информацию по кусочкам, чтобы собрать цельную картину и познать Туник». А, блин, это вроде вовлечение называется. Ну вот, короче, оно растет. Все это реально годные идеи, которые влияют на ваш игровой опыт. Однако во время моего прохождения меня кое-что смущало. Я был прям нездорово вовлечен в Туник. Я офигевал от практически каждой детали. Новый предмет, новый враг, новая локация или что-либо еще. Порой ахуй от секретной секретки доходил до типа довольного визга. Я постоянно скидывал друзьям и бустерам, насколько это великолепный проект, но не мог рассказать конкретнее, иначе заруиню их потенциальные эмоции от игры. Если Чикари вызывал у меня восторг, то тут крутился лютый аукцион с колесом эмоций, которые порой по несколько штук разом испытывались. Как и сама Туник, для меня было тайной, почему же я так от нее кайфую. И я смог найти ответ. Всем привет, с вами Мистер Николаев. Я паутинка. Ты идиот, а не паутинка. О, да. Как же я давно не открыл, не включал тут ноутбук в деревне. Сейчас будем гамать в GTA Vice или в DAC. О, да. Как же это круто. В детстве я любил играть во всякое, начиная от обучалок для малышей по типу страны знания от Диагостини, продолжая детскими играми наподобие Кузи Жукадрома и заканчивая взрослыми тайтлами а-ля GTA Vice City. В целом я играл и в клоны игр Nintendo от Лавар типа маленьких бомберов и успевал ознакомиться с классикой в виде Half-Life или первый Call of Duty, да и в Minecraft с друзьями поигрывал, даже спидранил однажды. У родственников с некоторыми играми познакомился: Spore, Max Payne, Need for Speed Underground, Postal 2, Гарри Поттер. Мы можем продолжать это до бесконечности. Но было кое-что общее в этой интересной солянке. Эмоции, которые я получал от игр. Каждая из них для меня являлась не просто развлечением на следующие пару часов. Это был полностью новый, неисследованный мной мир, и я сейчас не про Open World систему. Я про само ощущение игры в детстве. Когда ты еще ходишь на стрелочках, но новые игры постепенно пересаживают тебя на букву ВСД. Сначала понятия не имеешь о миссиях и сюжете, а затем случайно натыкаешься и вникаешь, что игра-то проходимая.
Впервые сталкиваешься с таким понятием, как боссы, тратишь много времени и все равно не можешь пройти этот участок, со злостью выключаешь комп, а на следующий день проходишь его с первой или второй попытки. Часами рассказываешь своему близкому другу о том, насколько это охрененная игра и как ты круто прошел ее или нашел там какую-то офигенную вещь. Друг тоже решается сыграть и делится своим опытом в ответ. А если это была игра с коопом, то посиделки будут еще веселее. Те самые времена, когда вы доставали листочек с ручкой, чтобы записать комбинации или чит-коды. Включая игру, я буквально ничего не знаю. Прямо как младенец, который только родился и пока что может дрыгать ногами да кричать, но постепенно он всматривается в окружающий мир, учится разговаривать, понимает, кто его родители, делает первые шаги, узнает, что такое добро и зло, идет в садик, делает первые социальные взаимодействия и так далее. Ваши первые видеоигры воспринимались по-младенчески. Неизвестно вообще ничего. Как ходить, зачем на мышке колесико, а можно ли тут это, а как сделать то, а почему у меня не получается, теперь понял. Но впереди у тебя еще множество исследований и экспериментов. Однако есть одна печальная истина. Как человек постепенно забывает о том, как он впервые учился ходить, ведь это становится абсолютной нормой, так и я, как геймер, перестаю получать эмоции от того, что вау, в игре если нажать вперед, то машинка поедет. Боссы становятся обыденностью, во все шутеры я будто играл, секретки за водопадами и выделяющимися на фоне стенами повсюду. Геймплейные механики так или иначе повторяются, ты это уже видел. Это не означает, что со временем игры становятся хуже или ты перестаешь получать от них удовольствие. Просто пропадает чудо, сюрприз, элемент неожиданности. Но Туник... Для меня это волшебный портал эмоций. Омолаживающее зелье. Я не знаю, как описать эту игру, чтобы передать весь свой спектр эмоций. Все мною перечисленные особенности игры так сильно увеличивают вовлеченность в нее, что начинаешь уже теряться. Из-за молчаливости и твоем желании самостоятельно в ней разобраться, Туник с точностью копирует эмоции, которые вызывали у меня игры в детстве. Я не знаю всего игрового управления, и когда нахожу что-то новое, охреневаю, что всегда так мог делать. Я понятия не имею, правильно ли я иду, но когда активирую что-то нужное, то получаю удовлетворение от прогрессии. Я бомблю от местной сложности и не могу пройти некоторые участки, несмотря на усердные старания, но стоит мне отдохнуть от игры день, два, недельку, и в следующий раз я на изи с первых попыток затащу это и получу кучу эмоций. Я воспринимаю игровой сюжет на крайне примитивном уровне, но он все еще завораживает и вызывает много вопросов, на которые я бы искренне хотел найти ответ. Я пытаюсь разглядеть во всем подсказку к головоломке, и когда мне это удалось, мне пришлось достать карандаш и листик, чтобы зарисовать и записать нужные комбинации. Я поделился своими эмоциями от игры с другом, и это даже сподвигло его поиграть и самому начать делиться тем, что он нашел в игре и какие эмоции от нее испытывает. Значит, я вот перерезал нахуй все. Ему вообще нихуя не уютненько. Вот это, вот у меня вот это еще нет. Это странно. Это я не знаю, где ее взять. Ебу! Ничего так. Пиздец. Какой ужас нахуй. И этим мы занимаемся, блядь. Теперь я понимаю, что некоторые элементы игры специально перекручены. Например, сложность босс-битв с большим количеством здоровья у вашего противника. Да, нечестно, но я реально давно не испытывал от игры прям какую-то сложность прохождения этапа. И поэтому я только рад, что враги тут такие сильные. Это и многие другие геймплейные задумки вызывают приятные эмоции. Все это как в детстве. И как в детстве я захотел себе физическое издание игры. С ним мне невероятно повезло. У Туник есть делюксовое издание, в которое входит игра, мануал, карты мира и прочие плюшки. Напоминает это как раз коробочку а-ля первая Зельда. Тогда подобная упаковка считалась типа обычным изданием игры. Делюксовый Туник, кстати, Фангеймер слепили. Но в чем мне реально повезло, это издание можно спокойно купить в России. От этого у меня челюсть отвисла, я немного подкопил и ждал заветного сообщения от ДНС. Как сейчас помню, игра должна была прийти ко мне в полдень понедельника. Был вечер воскресенья, и я сидел с другом в одном заведении. И как же я офигел, когда пришло то самое заветное сообщение. Ваш заказ прибыл. Считай на 18 часов раньше. После посиделки я такой радостный бежал до магазина, прямо как ребенок. Схватил эту коробочку и обнимал как мать своего малыша с роддома, пока нес домой, чтобы медленно падающий зимний снег не размочил ее. А когда пришел, то сделал распаковку и залил на бусте. Картой и мануалом из игры лучше не пользоваться до финала, а то можно спойлеры словить. Так что я купил, ручку Шпион, это которая с ультрафиолетовым фонариком, и уже после прохождения начал зачищать игру на сотку, помечая найденные сундуки и полученные секретки невидимыми чернилами. Это был кайф. Но я не рассказал вам главный секрет главного секрета Туник. Все эти эмоции игра вызывает без единого чувства ностальгии.
Да, я постоянно упоминал вот как раньше было, но я просто отсылался к своему первому видеоигровому опыту. Почти в любой сфере первый опыт самый запоминающийся и трудноповторимый. Я не ощущал себя ребенком, будто в 2015 году. Я просто испытывал эмоции, будто я только недавно открыл для себя видеоигры. Как раз таки в детстве я никогда не мог осилить ни одну изометрическую игру, никогда не слышал о Souls-лайках, никогда не интересовался играми Nintendo и в том числе Зельды, никогда не играл в реально старые игры 80-х или начала 90-х, никогда в целом консоль не имел. А это значит, что до этого момента я никогда не играл ни во что похожее на Туник. Ностальгия полностью отсутствует. Деталь эта важная, потому как некоторые игры справляются с похожей задачей именно на дойке ностальгии с игроков, отчего эти проекты заходят только людям, ну, которые помнят, как оно там было. Для меня Туник так даже не может сделать. И это прям магия, честно говоря. Да, я и не знал, в какую глубокую кроличью нору упал. Поначалу игра была в духе «Милые локации, милый лисенок, но сложно как в Dark Souls, в это просто няшно играть». Но нет, Туник, если этим и является, то скрывает в себе куда больше. Не очень хочется об этом говорить, но были и минусы. Саундтрек получился скучным. Он хорошо подходит к игре, прямо как влитой, но какой-то он невзрачный, что ли, слишком эмбиентный может. После выхода из игры не запоминается ни одна композиция. В плане геймплея тоже не все гладко. Когда тебе не говорят, куда идти, ты можешь пропустить полезный предмет или пауэрап, из-за чего тебе потом будет еще сложнее. Плюсом из-за недельных перерывов и отсутствия внутриигровых подсказок, мне приходилось каждый раз вспоминать, что я делаю на той или иной локации и куда мне дальше топать. Хоть и в прошлый раз я это уже выяснил, просто забыть успел. Чем ближе к концовке, тем больше игра уходит в сторону головоломок. Тут можно чутка задушниться, особенно с однообразными феями. Да и в целом, когда ты себе уже целый путь из раскрытия тайны поисков секретов ставишь, то тот самый кайф от разгадки секретов как-то уменьшается, эйфория спадает. Но к слову о секретках. Ну а я, несмотря на эти минусы, ставлю игре шедевр. Думаю, это один из тех самых проектов, которые надо прописывать при наличии симптомов игровой импотенции. Это был мой лучший игровой опыт в 2023 году, несмотря на то, что игра вышла в 2022. Тем не менее, пора двигаться дальше. Так, я язык сломаю каждый раз произносить название игры I was a teenage exocolonist. Так что могу ли я сократить все это и назвать игру Иваном? Спасибо, вы очень добры ко мне. Я не люблю визуальные новеллы по одной простой причине. Больно уж мне не нравится читать в играх. Да, я чисто по речку Коши с шариковым по уровню базированности и близко не стою. Единственная визуальная новелла, которую я осилил, это Fallout. В любом случае, я всегда даю играм в марафоне второй шанс и стараюсь не дропать, вдруг все же зайдет. И с Иваном... Не, ладно, тупое название. И с эксоколонистом... Черт, это не было задумано. С игрой, короче, ситуация неоднозначная. Во-первых, она меня кучу раз в самом начале предупредила о том, что тут много контента, который не всем понравится. Как и в любой другой игре, наверное. Короче, я не стал читать список и начал на мужика. Во-вторых, в данный салат из текста закинули RPG-систему. Ваши навыки прокачиваются от получения определенных карт с бонусами. ЧЗХ, Disco Elysium? Сами навыки поделены на 3 группы – общение, сила и мыслительность. Чем больше уровень навыков, тем больше шанс, что вы сможете выбрать интересный вариант ответа в диалогах – база RPG игр. Но не забываем, что это графический роман, а значит прокачка нужна для общения, общение для прокачки и... типа все, круг замкнулся. Ну как сказать, игра длится 10 лет, слава богу, нереальных. Каждый год поделен на, считай, 13 месяцев. Каждый месяц вы решаете, куда вам пойти. Например, в сад покачать силу или в школку поизучать инженерию. Тут как раз игра может забуксовать, потому что вы просто бегаете от домика к домику, что-то там прожимаете и потом то же самое в следующий раз. Просто выбираете другую ветвь прокачки и все. Шок, конечно, что в визуальной новелле дали возможность походить, но геймплей это не сказать, что сильно разбавило, потому как особо прикольных ивентов во время прокачки не происходит. Покидались грязью, послушали учителя, поиграли с детьми, да и все. Сюжет происходит по сути только в середине и конце каждого года, и то события довольно цикличны. Все, что дает вся эта RPG-мишура, большое разнообразие концовок, их тут 20 с лишним. Я прошел только на одну, потому что все читать не вынес. Эксоколонист у нас полностью на английском. Можно, конечно, накатить автопереводчик Unity игр, но перевод на уровне пиратской GTA San Andreas. Лично я что-то читал с
сам, что-то скипал, а что-то по фасту скринил через приложение DeepL. Это не рестевой переводчик такой. Приложение с автоматическими скринами и переводами хреново захватывали текст, так что не советую. Так, а о чем вообще сюжет-то? Мы в возрасте 10 лет с группой людей попали на незаселенную вроде как планету Вертумна, где обязаны возвести колонию. Постепенно планета нам будет открываться, но не то чтобы с хорошей стороны. Ежегодно на колонию происходит нападение, и довольно странные. Цель — это защитить себя или колонию. Можно еще заводить друзей или даже вторую половинку. Я этим не особо занимался, больно понравилось играть защитника. Силовые навыки также качаются от походов. В какой-то момент вам разрешат выйти наружу и поизучать местность. Это был для меня самый интересный этап игры, потому как без перерывов мне подкидывали карточные челленджи. Суть их заключается в комбинировании вашей колоды таким образом, чтобы набрать нужное количество очков. Иногда у вас физически нет такой комбинации карт, чтобы пройти челлендж, так что их нужно искать, собирать колоду. А делать это можно как раз выходя на прогулки, общаясь с персонажами или выполняя иные комбинации действий. Провал такого челленджа не особо на что-то влияет, но при желании в настройках вы можете сделать их сложнее или наоборот выключить. Вскоре мне и экспедиции начали наскучивать, оставалось только общаться с персонажами и быстрее бежать к концовке. Ой, по поводу социальных взаимодействий. Гляньте, какой список настройки пронаунсов. Весь дизайн игры кричал мне о том, что здесь персонажей с нетрадиционной ориентацией будет больше, чем интересного геймплея, но в этом плане все прошло нормально. Разве что этот чел до ужаса меня раздражает своим видом и поведением, но я просто игнорировал его. Типа, извините, но я не верю, что его бы отправили колонизировать или изучать другую, блять, планету. Вообще, в целом, не любитель такого сахарного, что ли, дизайна персонажей, ну, чистейшей субъективщины без объяснений, просто вот не нравится. Кстати, только сейчас задумался, по-моему, тут невозможно никого записать в свои враги, больно все дружелюбно. Само развитие сюжета в целом меня заинтересовывало, но неплохие ходы постоянно прерывались на геймплей, лол. Вроде разбавили игру небольшой бродилкой и прокачкой персонажа, а в итоге хрен знаешь, пошло ли это на пользу разнообразию или наоборот сильно замедлило повествование. Визуальная новелла — это все еще основной жанр игры. Это вам не Night in the Woods. Короче, до концовки я таки добежал, но она какая-то у меня слишком тупая получилась. Хз, это из-за моих выборов или почти все концовки такие, проверять не захотелось. Меня по сути просто подвели к самому началу игры и дали один выбор. Молодец, достаточно докачался за все 12 часов геймплея, игра окончена. Ладно. И все же, я не люблю визуальные новеллы. Я не знаю, какие идеи в разработке игры были хорошими, а какие плохими. И негатива я не испытал, да и лютого позитива тоже, при этом местами заинтересованность была. Я просто не могу оценить игру. Я закончил ее, и мне по ощущениям, ну, ни рыбы, ни мяса, ну и не пофиг, вроде и сказать-то нечего. Короче, новая оценка буквально хз. Знаю, как глупо это звучит, но это просто... игра, которую я прошел. Чего? C418 написал целый один трек для этой игры? Хотелось бы мне сказать, но то ли еще будет, дамы и господа, как в случае с играми New Blood. Однако... За последнее время Финжи анонсировали только два проекта. Revenant Hill, в разработке которой участвовала часть команды из Night in the Woods, что видно по рисовке, к большому сожалению была отменена из-за проблем со здоровьем у двух разработчиков. Такова судьба и расстановка приоритетов, не могу судить их. А также Usual June, экшен-адвенчура от третьего лица, которая, как и эксоколонист, имеет не очень для меня приятный дизайн персонажей. К тому же, помимо Финжи, над ней работают Sweet Baby Incorporated. Это те самые ребята, к которым даже крупные игровые компании обращаются, чтобы сделать сценарий к играм наиболее толерантными. Трейлер встречен неоднозначно. Но что можно сказать по уже вышедшим играм студии? Первые из них были более простыми, личными проектами Адама Солцмана. Эти игры, хоть и кое-где предлагали уникальный и интересный опыт на то время, все же сейчас кажутся слишком простыми, устарели короче. Позже Финжи начали набирать команду и уходить больше в издательство. Тут пошли первые пробы пера, из которых прям удачными можно назвать Feist и Overland. У остальных игр была проблема с малым количеством разнообразия. Они предоставляли всего одну, хоть и интересную, геймплейную механику, от которой можно было быстро устать. Но в итоге это привело к созданию трех шедевральных игр: Night in the Woods, Chicory Colorful Tale и Tunic. Нитв предоставляет прекрасную возможность посмотреть на разные жизненные ситуации со стороны и просто понаблюдать за событиями интересных персонажей городка. Chicory — игра из разряда кози, чисто почилить, когда вы устали вообще от всего, поможет привнести красок в жизнь. А Tunic возвращает старые идеи геймдизайна и первые ощущения от видеоигр, кидая вас в обстановку, когда ничего не понятно и хочется разобраться самому. Насчет эксоколониста ничего сказать не могу, не мой жанр. А, ну еще и мобилки были.
Это не было смысла вспоминать. Всего 3 крутых игры из 13. Жалею ли я о потраченном времени? Нет, потому как первые проекты проходились за час, 2 или 4 максимум. Времени много не потратил. Да и просто хотелось узнать, что же было у Финджи в начале пути. Я поиграл в эти игры, так что вы теперь тоже знаете, и вам не придется. При этом, те самые 3 шедевра встали в список лучших видеоигр за всю мою жизнь. Туник так и вовсе где-то в топ-5. Прикол в том, что игры Финджи получили в целом заслуженное внимание. Если посмотреть лидеры продаж, то как раз самые интересные игры продались большим тиражом. Все в целом справедливо. Но будущее крайне туманное. Закончилась ли золотая эпоха шедевров, или разработчики только разогрелись и нас ждет еще много интересного впереди? Будущее покажет. В любом случае буду следить за дальнейшими проектами Финджи. Окей, заглядывайте пока в описание, там есть ссылки на ВК, где я пощу мемы, на ТГ, где я пишу посты о всяком, ну и Steam по приколу можете глянуть. Пускайте титры с благодарностью бустерам! В смысле уже были?